Пришла и говорю, как нынешнему снегу легко лететь с небес в угоду февралю, так мне в угоду вам легко взойти на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. У меня не привыкать, мне не впервые, не вновь взять в кожу, как ожог, внимание ваших глаз. Мой голос, словно снег, вам упадет под ноги, и он умрет, как снег, и превратится в грязь. Не можется, нет сил. Я отвергаю участь явиться на помост с больничной простыней. Какой мороз во лбу, какой в лопатках ужас. О, кто-нибудь приди и время растяни. По грани роковой, по острию каната плесунья, так пляши, пока не сорвалась. Я знаю, что умру, но я очнусь как надо. Так было всякий раз, так будет в этот раз. Исчерпана до дна пытливыми глазами, на сведенье ушей я трачу жизнь свою. Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале. Себя не сохраню, его не посрамлю. Когда же я очнусь от суетного риска, неведомо зачем себя сводить на нет. Но скажет кто-нибудь, она была артистка. И скажет кто-нибудь, она была поэт. Измучена гортань кровотечением речи, но весел мой прыжок из темноты кулис. В одно лицо все явственнее и резче сливаются черты прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих. Достанет ли их вам для малого блаженства? Не навсегда прошу, но лишь на миг, на миг. Русская поэтесса. Она родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Любовь к творчеству, к поэзии проявились в маленькой Белле в самом раннем возрасте. Школьницей она работала внештатным корреспондентом в газете «Метростроевец». Окончив школу, Ахмадуллина поступила в литературный институт имени Горького. Стихи, поданные на творческий конкурс при поступлении, удостоились самой высокой оценки. В 1962 году был издан первый сборник стихов «Струна». Затем последовал поэтический сборник «Озноб», в котором были собраны все стихи, написанные в течение 13 лет. Примечательно, что данный сборник увидел свет в эмигрантском издательстве «Посев». В 1977 году была избрана почетным членом Американской академии искусств и литературы. В 1988 году вышла книга «Избранная», а за ней последовали новые поэтические сборники. Вместе с Вознесенским, Евтушенко, Рождественским Беллу Ахмадуллину называли поэтом эстрады, обозначая таким образом не только поэтический строй, но и способ общения с читателем. Во многом этот поэтический бум был связан с творчеством нового поколения поэтов, так называемых шестидесятников. Одним из наиболее ярких представителей этого поколения стала Белла Ахмадуллина, сыгравшая наряду с Вознесенским, Евтушенко, Рождественским, Окуджавой огромную роль в возрождении общественного самосознания в стране в период оттепели. Вообще же стихам Ахмадуллиной никогда не была присуща публицистичность. Она говорила со слушателями со сцены о человеческих чувствах. Одной из главных тем лирики Ахмадуллиной является дружба. Дружбу, в том числе дружбу-любовь и дружбу творчества, она считает одним из самых сильных человеческих чувств и качеств. Героями стихов Ахмадуллиной становились русские поэты от Пушкина и Цветаевой до друзей, современников Вознесенского, Окуджавы, а также простые люди, Кривая Нинка, Электрик Василий. Другая сторона творчества Беллы Ахматовны связана с деятельностью по сближению литератур разных народов. Ее переводы классических и современных поэтов народов бывшего Советского Союза с грузинского, армянского, абхазского, кабардино-балкарского и других языков, а также европейских и американских поэтов с английского, французского, итальянского, польского, чешского, сербско-хорватского языков, получили заслуженно высокую оценку. Ахмадуллина автор многочисленных эссе о Набокове, Ахматовой, Цветаевой, Твардовском, Антокольском, Высоцком и других крупных творческих личностях, которые, по ее словам, украсили и оправдали своим участием разное время общего времени, незаметно уставшего эпох. В 1989 году ей была присуждена Государственная премия СССР.
Белла Ахмадуллина ушла из жизни 29 ноября 2010 года.